Потому что тогда, если она и будет подплывать, она будет подплывать под линию. То есть она под линию, а не в бок куда-то вниз. Да, чтобы вы понимали, ребята, вот где вот эти листики уже кончаются, да, то тут кожа пробивается, наверное, раз в 5 легче, чем на пару-тройку сантиметров выше. То есть я вот такую небольшую подложечку делаю, потом все, что черное осталось у меня, я с ним же макаю в темно-серый, допустим, и уже им крашу. Слушай, а как же тогда ты все-таки достигаешь того, что есть объем заполнения, потому что как раз есть всякие гуры, которые топят за то, что все надо чертям заливать, и тогда типа будет объем. И это основное отличие, собственно говоря, от этих всех new стилей, да, там реализма, там new school от old school. Если у тебя железный держак, железный нос, пушка просто. И тяжелая увесистая машинка, никаких вибраций и ровные линии, это просто великолепно. Да, тут с тобой соглашусь. Я как раз когда еще татуировал, то тяжелые держаки я сразу не экспериментировал. Тяжеленные они давали дикую стабильность. Там даже новичков, когда учил, они прям полоски моментально делали. Но в то же самое время с пластиком у меня там прям пальцы отнимались после Вот у меня больших сейчас сеансов. проблемы с руками из-за пластика. Из-за того, что долго сильно работаю, у меня вот эти вот все мышцы, вот это все у меня постоянно сводит, приходится разминать, делать ванны. Но вот это все часто очень болит, вот эти все мышцы. Да, я тебя понимаю. Поэтому как бы пластиковые это прикольно и удобно, потому что это быстро, тебе не надо париться о стерилизации. То есть, если у тебя там, например, в студии нету автоклавов и прочих там вещей, то тебе не нужно об этом париться, и ты просто взял, купил себе одноразовый держак, взял наколку, выкинул и все. Но в дальнейшем страдают ручки. Так, а вот то, что ты говорил, стабильнее, индукция стабильнее, чем ротор для контуров, что ты имеешь в виду? Она равномернее, удар у нее хлесткий. И так как ротор, у него немножко другой принцип работы. То есть если машинка, она прям бьет так вниз, ну как щелкает, то ротор он просто продавливает. И как бы мне вот эти вот продавливания не очень близки. Я пытался контурить роторами. И не знаю. Лично мне не нравится. Ну и плюс мне не нравится легкий вес машинки для полосок. Очень не нравится. Мне больше нравится, когда машинка увесистая. Для покраса ротор шикарно. Ну, меня устраивает. А вот для полосок я только индукция. Слушай, ну круто, на самом деле до сих пор индукция в тренде, и постоянно езжу на европейские конвенции, общаюсь там с людьми, дофига крутых чуваков в Европе, они продолжают долбить как бы индукции, ну и вообще не парятся, не обламываются. Это при том, что это не означает, что они какие-то ретрограды, они перепробовали все самые последние новиночки, роторные они тоже пробуют. Я тоже пробую. Я тоже много чего пробую. Мне всегда интересно, что появляется на рынке, как развивается вообще индустрия в целом. Но пока что я понимаю, что индукция это для меня самый подходящий рабочий агрегат для полосочек. Ну, по сути, реально крутая штука. Единственное, что в чем основной косяк, то что для тех же самых новичков индукция, это, наверное, даже не звук, ладно уж там, ради того, что полоски будут ровные, можно потерпеть, да, а то, что поднастраивать надо, еще что-то. Ну, там такие вот, то есть типичные вещи, которые раньше мы все совершенно без проблем решали. То есть иголочку надо подогнуть, да, как-то там резиночки, то есть определенным образом натянуть. Тут вот все в совокупности, оно, видимо, и останавливает. Ротор Но типа мне включил, кажется, он хоть как-то работает. останавливает не это, а останавливает лень. Я считаю, что так. Ну, если ты хочешь работать с хорошим оборудованием, будь добр в нем разобраться, как бы понять принцип его работы и как тебе с ним подружиться. Это также же с кистью, то есть ты там не возьмешь какую-нибудь квадратную кисть вместо... Согласен, но еще, видимо, знаешь, что влияет на новичков? То, что сейчас упорно пишут в ушки, то, что как бы индукция это все, уже прошлый век, что сейчас будущее это хай-тек, это только пены. Как бы вот такая вещь, типа ротор это там будущее, да? Хотя по факту ротор-то он вначале пришел, то есть именно Ну да, до вот индукции, именно. да. Все начиналось с машинок для бритья.
То, что да, именно крутящий момент преобразовался в возвратно-поступательный. И уже затем взяли и присобачили две катушки. Хотя эта звонку. система гораздо сильнее вибрировала, мать его, она искрила и была проблемная. Но тупо лучше пробивала кожу. Индукции намного быстрее. Намного быстрее. Вот это вообще прям супер. Не надо долго вести одну линию. Ты берешь, вставляешь, хоп, провел. Не надо вот это вот зацикливание такое долгое и так долго-долго вести. То есть в статике этой находиться, когда у тебя руки все в напряжении, лишь бы провести линию. А если ты не можешь еще эту длинную линию провести, потому что большинство как бы, ну, недостаточно еще опытно, чтобы прям провести длинную линию, то там потом и получаются эти все стыки на полоске, эти, как он там, когда подплывает немного, вот эти вот все стыки, это все видно, и как бы качество от этого страдает. Есть некоторые орнаментальщики, которые делают кучу полос с роторами, но на самом деле ни у одного из них я не видел, чтобы они были прям офигенные контра, такие же, как у индукционщиков, орнаментальщиков. Ну, это у тех, у кого там все спины завалены, все ручки с полосками. Ну, какой-то, не знаю, я смотрел на все зажившие контура от роторов, и как-то от них все равно немножечко по-другому заживает полоска. Тут не обращаю, какая-то сеточка от них идет больше. Ну, то есть вот подходит, расплывается полоска немного иначе, чем от индукции, но я как раз думаю, что это именно и по причине того, что она продавливалась. Ну, там как минимум, да, Они как минимум флёрятся вот просто так. тупо сложнее делать. То есть здесь как бы, здесь еще тем более, как я понимаю, индукции, то ты, вот, кстати, да, если ты пробовал роторами индукции, то ну, как бы чувствуешь ли ты удар, как прокалывается кожа на контуре именно ротором? Индукция-то понятно ощущается, Такое же я помню, когда попробовал Шайен, я вообще не понял, что происходит. Я водил по коже, не понимая, я пробил, не пробил, я разрезал, не разрезал, и да? Да, поэтому многим там приходится тупо строить полоски. да, и вот это вот так вот, полосочку вести, ну это, что это за полоска? Да, согласен. Полоску вот так надо вести, ставил Да, ребята, вот еще заметьте, это место, где человек и там сделал. дышит, напрягается, потому что человеку больно обычно на этих местах. И это с виду, то есть, вы не видите дрожание, но те, кто знает, как на ребрах делает, то там очень сильно ощущается напряжение мышц диафрагмы и прочих. Да, но ротором полоску водить для меня это вот как маркером по телу провести. То есть я не понимаю. Пробил, не пробил, какое сопротивление от кожи. Не чувствую вот этого коннекта вообще никак. А с индукцией все понятно, даже по звуку. Интуитивно все. Смотри, насколько я помню, вот эти вот места как раз, бок, да, тут, например, вот в этом месте, где ты сейчас делаешь, там контур на выходе по заживлению, он может быть сильно толще, чем, например, та же самая вещь выше. Вот ты же это прекрасно знаешь, да, что так оно происходит? Да. Ты же сейчас уже на уровне изготовления должен контролировать это, да? Да. Как ты это делаешь? Ну смотри, во-первых, он становится толще из-за того, что передавливают жестко и медленно ведут линию. Это уже однозначно на любом месте вообще, на любом, если ты передавишь, но здесь это будет заметно. Плюс, что еще? Нужно натягивать кожу максимально мощно. Вот насколько можешь кожу натянуть в таких местах, настолько и натягивай. Иначе, опять же, ты просто передавишь. Потому что она у тебя будет неравномерная, ты начнешь ее там опять обводить. И она у тебя, конечно, в итоге станет жирной. Ну и, конечно же, нужно не забывать про угол наклона машинки. Вот, потому что, не знаю, дай сниму. Если ты ведешь линию и вдруг ее проведешь вот так вот, закрутишь, то в дальнейшем контур уйдет в все стороны. Наружу по потечет, направлению. Да, Понял, то есть ты угол тоже используешь, я заметил, но ты обычно, получается, его или вперед, или тащишь на себя, да? Да. Потому что тогда, если она и будет подплывать, она будет подплывать под линию. То есть она под линию, а не в бок куда-то, вниз в сторону. Да, круто. Вот сейчас вперед, получается, идется. Да.
мне кажется, чаще всего на этих местах полоски заживают тоньше, чем все остальные, потому что я максимально растягиваю кожу, провожу полоску, потом ее сжимаю, и она так тоненько становится. Ну тут видно, что очень аккуратно сделано, ребят. Видите, какие выходы. То есть тут прям я пока ни одного места не заметил, что где-то вдуто было. Хотя на самом деле на таких местах, в принципе, очень много даже мастеров техничных, они вдувают, в принципе, Да, не бывает, парятся. Тем более бывает. ты все равно цветом потом подобьешь все Да, это дело. от этого не застрахован. И как вариант для тех, кто делает татуировки там в цвете, допустим, то самый хороший способ уберечь полоску от ее расплывания, это просто вплотную с обеих сторон все закрасить, и тогда полосочка никуда не денется. Да, да, верно. Это с графикой на таких местах, это, наверное, отдок вообще. Ну, с полный. графикой, да, там нужно много практики, терпения и умения. Графика это... Хотя некоторые поговаривают, что реализм-то гораздо сложнее. Что? Покажи мне этого человека. Да, есть там такие, мне пишут периодически, что Он я сложнее. пройти одни чуваки, которые, говорит, не умеют колоть ни хера, блядь. Реализм, мне кажется, сложнее для людей, которые вообще не умеют рисовать. Тогда он для них, конечно, сложнее. Там же непонятные пятна, где какой цвет подобрать и все. А тот, кто хотя бы малейшее представление имеет о рисунке, то ему не составит труда быстро наработать технику для того, чтобы делать реализм. Там главное шарить в цветах, чтобы передать цветопередачу, научиться плотно красить и все еще. И делать все это эффектно, потому что самые Ну да, знаменитые да. реалисты это вовсе не реалисты, это те, кто умеет эффектно делать. Типа Да. как Машков там и все остальные ребята. Да. Ну и еще и те, которые умеют адаптировать это все-таки под татуировку. Ну, безусловно, да, да. Потому что копировать картинку еще, грубо говоря, может каждый. А вот чтобы она у тебя осталась там на долгие годы, такой картинкой, уже другими. Ну тут скорее мне даже не техника внесения контрастности очень важна, Да, потому да. что если сделать абсолютно не контрастно, как раз именно реалистично, а не гиперреалистично, ну полюбас развалится. Да. Ну, блин, мы на коже делаем, ребят, камон. То есть, как бы ты там даже в 3 слоя не вколотил, да, если там использовать только естественные оттенки и между собой не делать никаких контрастов, но все равно будет херня, блин. Да, да. Он не лучше. Ну, это в любой вообще татуировке, на самом деле. Даже если, типа, ты делаешь, ну, какой-нибудь там неотрат, допустим, да, все равно надо шарить и понимать Ну, неотрат как-то уже по умолчанию сшитый контрастом, мне кажется. Там просто я не видел вообще не контрастного неотрада. А реализм есть, еще есть. пытается, да? Есть Гаси, и есть неотрат, есть такие, да, там, бледные все наколки делают, которые там по заживлению просто какая-то серая каша. Не, ну это есть такое расстройство психики, я знаю, но... Но мы не будем говорить вслух. Я тоже таких знаю. Здесь Да, так вот сейчас на надо вот этих вот поспрашивать, да. местах, на этих местах очень, очень легко передавить. Так же, как и на плече сверху. Вот, Да, чтобы вы понимали, ребята, вот где вот эти листики уже кончаются, да, то тут кожа пробивается, наверное, раз в 5 легче, чем на пару-тройку сантиметров выше. Тут уже, ну, руки и опыт, да, по сути. То есть да, ты щас тут уже ощущение методом наблюдаешь. проб и ошибок, потому что ты привыкаешь к одной силе нажатия, например, вот на вот этих мягких местах. А когда приходишь сюда уже на такую твердую растянутую кожу, и если ты начинаешь так же давить, то это все сразу же Ну, с там как сеткой маркером вдует расходится, вовнутрь, всё, да. Ну, тут, по сути, что могу сказать? Тут индукция, наверное, в данном случае, она действительно чуть помогает чувствовать. Потому что, насколько я помню по ощущениям, там даже ощущения совершенно разные в этих местах. То есть вот здесь уже вот, чуть-чуть, Да, здесь чуть-чуть уже надо сильнее, даже мягче. машинка уже сама тебе подсказывает, что ей уже тяжелее там идти. Что за игла сейчас у тебя? 11 стянута, 30 заточка. То есть, если переводить на, если, ребята, вы там 0,35 используете, то это получается из лонгов, из экстра лонгов, наверное, даже будет. Да. То есть какой-нибудь 0,35 экстра лонг равняется 0,3 лонг. А я вот
основном использую вот 11 и троечку. Это самые частые мои иголочки, стабильные. А там, если уже хочу что-нибудь пожирнее делать, то там уже можно и 18 какой-нибудь взять. Строить контура не совсем люблю. Но все также от масштабов зависит. Если масштаб, конечно, большой, там типа стена, да, там лучше построить контур, потому что он не будет так сильно плыть, не будет так сильно выпирать. Ну, ты имеешь в виду из-за толщины в том числе, да? Контура? Да, да, если там хочешь какой-нибудь объект выделить каким-нибудь таким контуром, который где-то расходится и сходится, ну, то есть лучше выстроить такой контур. нескульный больше, да? Да, да, то есть лучше выстроить контур. Но это также ну, и такой не проведешь, в он просто будет орнаменте подрезанный, применяется, да. Вот. Лучше его выстроить из двух тоненьких, внутри все закрасить спокойно, и все, и будет у тебя четкий, чем миллиард раз с жирной полоской. Это Да, да, так только порежь, конечно, да. это я понимаю, о чем ты говоришь. При этом даже его внутри можно закрасить той же лайнерной иголкой, если вы ручками умеете быстро шурудить, то неразумно туда магнум какой-то заряжать, надо той же иголкой закрасить. Вот, кстати, что еще сейчас хочу подметить ребятам, вам будет офигенно удобно, если вы, например, виндуксу именно, ну, то есть, смотрите, вот такую толщину, то, что сейчас делает Герман, можно получить, в принципе, какой-нибудь там семерка из 0,35. Но этой семеркой будет, так как она будет сильно легче втыкаться в кожу, чем эта 11, ей можно в этом месте очень легко вдуть. Соответственно, в данном случае дополнительный контроль, когда у вас игла, которая чуть хуже втыкается в кожу, чем, грубо говоря, там, ну, чем какая-нибудь более традиционная, да, там, спайка. Ну, то есть у него 11 иголочек тоненьких, они дают такую же толщину, как 7 иголок более толстых. И из-за этого они хуже втыкаются в кожу. Между иглами меньше расстояния, больше сопротивления кожи. Но при этом машинка мощная. И вот это сочетание более, скажем так, игл, которые хуже втыкаются, да, и больше нужно мощности. И более мощная тачка, она дает вам более аккуратную работоспособность, что ли. Потому что если зарядить это в более невнятную тачку, вы, наоборот, будете, ну, как бы у вас царапки будут оставаться поверх кожи, вам придется сильнее давить, и у вас местами, там, где будет кожа чуть слабее, как раз будут вдутия. А так, ты же, кстати, вот сейчас как раз вот задам вопрос, насколько ты вольтаж наваливаешь не в плане именно вот самого напряжения, потому что это все зависит от того, как ты поднастроишь уже индукцию, а в плане именно ты делаешь так, чтобы напряжением регулировать степень пробивки, или ты делаешь так, чтобы у тебя была всегда достаточно высокая мощность, и ты уже руками регулируешь степень пробивки? Я руками регулирую, я знаю, какой у меня звук, какой у меня должна быть скорость удара. Но это уже у меня, лично у меня, это уже с опытом. Раньше пользовался этими критикалом CX2, где есть все показания, меня учили так, ну, мне подсказывали так люди, которые рядом работали, и, то есть я там смотрел на все эти дьюти там и прочее, и уже на данный момент я уже вообще реально все забыл, да, что там было, то есть у меня уже чисто, я знаю, какой должен быть у нее звук, я знаю, с какой она умеет работать скоростью, с какой она может провести полоску, и если я веду полоску и понимаю, что, ну, что-то не то, я сразу же чуть-чуть подкручу, слышу то, что звук выровнялся, стал равномерный, быстренький, и это... Ну, то, что ты сейчас говоришь, оно как раз очень сложно для новичков. Если это для новичков, да. Не знаю, школу, что ли, отдельно открывать, тогда, мне кажется, люди в России опять кайфанут от индукции. Вот. Еще и мы сейчас бесшумный хотим сделать, ну, менее шумный. Это круто, я попробую. А то в последнее время из-за того, что очень много роторов развелось, все жалуются, когда я приезжаю в студию. Когда я приезжаю в студию кому-нибудь в гости, я включаю свои машинки, и все такие: что происходит, выключи, голова болит. Ну да. Уже все привыкли сидеть на таком спокойствии, тишине. Тихая музыка, все так тихо, на расслабленном, и тут приезжаю я, и начинается хардкор. Если расслабляться, ребята, надо. Главный результат на самом деле. Да. И только не надо сейчас это нытье про то, что руки в помойку выкинуть, блин, суставы. Ты сейчас делаешь наметочный какой-то контур, да, или что? Да, я делаю наметочки. Чем тут ты у меня делаешь? будет как раз. В плане водичкой какой-то или? Я капнул капельку в колпачок черного и залил все водой.
Ну и Понял. получился Всего одну такой- каплю черного, Да, да? одну. На колпак не такой, хорошо. Да, ну там тоже зависит все от колпачков. Если там вот этот диаметр 13 получается у колпачка, я туда вот капельку сделал. Если там диаметр 11, то там уже чуть-чуть поменьше нужно. Ну, то есть прям малюсенькую капельку. И если что, если вдруг все равно она супер светлая получается, я делаю так. Я сначала макаю сюда в воду, потом в черный макаю, набираю в носик еще черного немного, и обратно там же это все так размешиваю, и получается прям тот оттенок, который мне нужен. Ну, вот круто. Отлично. Ну, такой лайфхак. Да, ребят, кстати, учитесь делать эту фигню, иначе будете зависеть постоянно от этих вот своих гривошей, там, какой фирмы, гривош, чего. То есть, плюс еще у большинства компаний самый слабый гривош все равно надо разводить еще зачастую 2 раза водой, иначе он будет слишком черный. Это люди этого не знают и думают, что у них слишком мощная машинка, пытаются взять более сопливую, вбивает этот сильный гривош сопливой тачкой, а у них потом все это исчезает, через полгода они такие, твою мать, типа, почему? Да просто надо было водичкой развести и вбить. Ну, то есть тени же черно-белые, мало людей знает, что черно-белые тени надо вбивать ровно на ту же самую глубину, Да. что и цвет. Да. Иначе они, мать его, будут исчезать кусками у вас. Я одно время тоже этого не знал, и потом успешно просто перекрашивал свои работы. Да, я когда переучил в свое время всю индустрию на то, чтобы надо не машинку взять, теневичок сопливый, а надо просто гривошек разводить, то люди вообще не понимали. Но потом кайфанули. Потому что тени делаются в 20 раз быстрее, если ты их не пытаешься там как вытягивать туда-сюда, а Вот просто... смотри, еще, например, Ага. для новичков, которые... Если вдруг видите, что вы пробили полосочку неравномерно, то есть местами она просвечивает, лучше, чтобы уберечь ее ровность, взять тоненькую машинку, ну, тоненькую иголочку, Какая здесь сейчас игла? на троечку, и вот прям пройтись по этой же полоске внутри. Офигенный лайфхак, кстати. Я об этом не знал. Да, и тогда она закрасится, станет равномерной, и тебе не нужно будет одной и той же толщиной залазить опять на эту же линию, и не дай бог ты там чуть-чуть не попадешь, она у тебя станет толще, будет ну, как бы на общем фоне выделяться. Да. Да, она и так, она может уже чуть хуже зажить и из-за этого стать толще. Даже если ты все аккуратно попадешь. Да, поэтому так попадаете в полосочку толстую. И тогда будет все. И тогда и полоска останется равномерной. И будет плотненько. Вот, кстати, еще удобная вещь, смотрите, ребят, как я понимаю, это очень сильно экономит время, то есть, когда ты делаешь контур, и ты сразу же, если ты провел, ты увидел что-то не пробитое, ты сразу же не возвращаешься туда, не елозишь, а ты не тратишь на это время, ты дальше все это дело подбиваешь, все остальные места делаешь, контуришь, и уже потом, когда более тонкой иглой, там восстанавливаешь кусочек. Как я понимаю, это реально экономнее, чем пытаться прицелиться туда более толстой иглой. Да, конечно. Экономнее в плане времени. На самом деле, почему сейчас еще так российские мастера-то, они достаточно уверенно рынок захватывают, продвигаются? Потому что высокая очень конкуренция, и у русских есть такая черта, или полнейший распиздяизм, или как бы дикое вообще просто задротство. Да. Это, кстати, очень охеренная черта, потому что, ну вот когда ты начинаешь задротить, потому что реально, если так посмотреть, очень много русских талантливых чуваков. Так, а здесь все делаешь на метке, что Да. там будет потом? Или там тени будут Это я делаю на меточку, для того, чтобы тут все потом покрасить, и получится вот эти вот пятнышки, вот эти два пятнышка, они должны быть светлые, а все вокруг черное. Понял. Это уже такие чисто художественные такие вещи. Как я собираю машинку? Вот здесь вот кликайте на старое видео Влада. Оно было сделано, я не знаю, 1000 лет назад. Да, вот там. Оно было сделано 1000 лет назад. Я посмотрел его тогда еще. И все. Вот как я собираю машинку. Все там есть, все в интернете. Тысячу лет назад
Какая сейчас иголка у тебя? 15 Magnum, который скругленный, МЦ. Прикольно. А заточка, диаметр? Не знаю, 35-е какие, вот эти твои. Который у нас, да? Да, да. Это медиум. Картриджи заебись. Блин, реклама божественная просто, когда там Антош появился. Да, картридж заебись, жалко, что мы решили сосредоточиться только на тату-машинках. Вот. Лайфхаки еще, как проверить, прокрасил или нет. Водичкой сверху льешь, и все видно сразу. Ты сейчас не по смазанному уже, да, долбишь? Ну, не, я чуть-чуть мажу, Ты заметил. но не особенно. Я больше мажу для того, чтобы отмыть. Ну, то есть. А так тут в водичке мыло есть. Много чего это смягчает, конечно. Ты сейчас именно черненьким делаешь, да, то есть не грейвошем. Да, сейчас именно черный, тень основная, так как у него лапки темные. Делаю сейчас основную тень, а потом буду вытягивать в серый. Серый использую оттенками. Ну, то есть сразу же градацией, чтобы не мешать и ровно в тон попадать. Куда? Ну, для больших участков это супер удобно. Если бы, конечно, я что-то маленькое делал, то можно и намешать. Налил один серый, чуть-чуть его с черным смешал, чуть-чуть с белым. Без проблем. А тут, когда большую площадь красишь, то мне удобнее это. Ну, сразу типа как взять полосками оттенок. просто разных оттенок делать, да? То есть одна полоска, заходящая на другую, следующую, третью. Да. То есть я вот такую небольшую подложечку делаю, потом все, что черное осталось у меня, я с ним же макаю в темно-серый, допустим, и уже им крашу. То есть получается Вот, такой отлично. промежуточный, что ли, оттенок. Это я, кстати, вот красить я научился у реалистов. Чтобы ничего, ну, там, не говорили, я смотрел, как красят Покажи, реалисты. как ты пен держишь. Ну, вот видите, да? Техника реалистов. Да. Типа я долго не понимал, почему у меня проседает тень под цветом. То есть я сначала делал тень такую около грейвошевую, ну, растяжечки. Потом поверх это все красил цветом. И получалось недостаточно для меня насыщенно. Ну, короче, не устраивал меня результат. Как-то все это проседало, и на моменте стыка серого, ну, точнее, вот этой тени. Подкладки из черного, да? То есть Да, вот черной это воды, да? там. подкладки, да, все проседало, становилось каким-то серым, блеклым, неярким. Я все думал, как этого избежать, и увидел, вот когда, там, не знаю, какой-то реалист рядом работал. И я такой смотрю, а он типа мешает цвета просто и делает прям все, вкрашивает градацией, переходом. И я такой, опля, так, надо попробовать. И, кстати, так сразу видно, получится у тебя на выходе грязь или нет. Потому Да. что иначе, если попытаться сразу черненький или там, не знаю, грейвош смешать с желтеньким, вы сразу увидите, что у вас получится какой-то непонятный оливковый оттенок. Потому что вы можете поверх подкладки потом желтый лупануть и на выходе получить какой-то непонятный оттенок. Грязный. Такие вещи еще были на видосах, обучающих от Ника Хуртада в те времена, когда он еще работал индуксами. Вот, может Да, он быть, туда я показывал и эти. их увидел. Вот не помню, честно, откуда. Может быть, как раз от Хуртада. Просто был как раз давным-давно, и он единственный просто показал, как можно сделать реализм методом просто раскраски, как детскую раскраску ты делаешь, смешиваешь цвета и бжик-бжик-бжик-бжик, то есть ты не делаешь этих многослойных напылений высокохудожественных друг на друга. Ты просто берешь, тупо закрашиваешь. Здесь один цвет, здесь второй, здесь третий, Да, здесь четвертый. да. И чуть-чуть друг на друга их нахлёст сделаешь по краям. Тогда это все будет жить. Именно. Да, я согласен. Здесь ты уже темно-темно-серым делаешь, да? Да, тут делают темно-темно-серым, потому что это уже как бы сверху часть все равно, и это уже получается как основной Светлее цвет. она должна быть. Основной цвет. Снизу для рефлекса, да, или что там место? Да, там снизу для рефлекса чуть-чуть оставил, потому что в некоторых местах там
вот здесь вот, допустим, нужен рефлекс обязательно, чтобы Отделить, тень да. была здесь, да. Либо оно все станет одним. А что так там неровно так чуть-чуть драно? То есть это потом будешь еще там просто тень Где, выводить, тут? да? Вот внизу для рефлекса где место. А, да, я там Или еще тут вообще буду, не играет я роли? еще буду переход там делать, то есть также опять с цветом мешать. А, понял. Ну вот видите, типа, ребята, получается, не надо все сразу вылизывать, потому что тупо экономится время, потом подбивается все это дело. Да, Что будь ты сразу все очень долго делал, то у вас клиент просто офигеет от боли. У него просто все течет и до конца сеанса не доведете. да, также я работаю частями. То есть я не делаю так, то, что тут тень проложил, там, потом опять к этому возвращаюсь, там крашу. Не, я беру элементы, сразу же его довожу до конца. Не так со всеми. Да, это позволяет клиенту не сдохнуть. И, Да. конечно, это менее удобно. Не знаю, я привык, мне вообще супер удобно. Я даже видел, так вот ребята делают, у кого-то, они, ну, во-первых, и контур не весь делают сразу, они кладут салфетки, иногда обклеивают салфетками, чтобы руками там, да, сильно ага. не стереть. А потом, когда уже участок сделан, например, они его как раз пленочкой заклеивают, ну, чтобы человеку по этому месту болезненному не елозить кучу раз руками. Ну не, так я не делаю. Я как-то, не знаю, мне тяжело делать контура просто сами по себе. То есть я очень много трачу на это энергии, потому что я максимально сосредоточен. Я прям вот всю концентрацию трачу только на это. И не знаю, если бы я распылялся на контур, ну, типа, отконтурить, закрасить, мне бы было лично некомфортно работать. Но если кому-то нравится, то круто. По сути, ты уже почти доделал лапу, да? Да, остается вот сейчас пальчики и рефлекс. Какие-то тени вокруг еще будут? Вокруг я хотел бы сделать светло-зеленый, такой немножечко мутный оттенок. Такой холодно-теплый, непонятный, короче. Я смешаю два цвета, это Dirty Money и авокадо, и белый. И получается такой очень приятный Ну, интересно. оттенок, да. Это мы обязательно заснимем. Там летает уже видео. Странно. Ну, Сашка, да. Да, индукция кого-то. Ой, я не сказал. Ну ладно. А я, ну, это... Так, вот этот кусочек, да, как он там сейчас бодяжит краской, надо будет обязательно вставить. Да, сейчас там еще одна лапа будет, конечно. Что это за хитрый цвет? У тебя есть название? У реалистов есть свои названия цветов. Не, я не этот же, ну, не, я не... Ну я же видел, сам ты пен так делаешь. Это... Я еще не дорос, понимаешь, я только вступаю в этот клан этих самых, которые дают всему название. Но... Грязная авокадо я его назову. О, дирти авокадо, окей. Ну, еще не знаю, хочу сделать комплимент своей тачке, как бы, и твоим рукам, то, что тут на таких местах 15-й Кюрвет Магнум очень бодро вкрашивает. Вообще мощно. Отлично. И при этом, как видите, то есть ничего не кровит, ну, в плане, как бы выступает абсолютно маленькое даже количество, скажем так, там линк крови. Видно, что кожа, она в полном порядке вообще. Абсолютно не раздрочена. Я смотрю, несмотря на то, что у тебя вовсе не лонг-тейперы, и место такое достаточно аккуратное, ты все равно тут местами, ну, послойно возвращаешься, да, то есть какие-то нюансы. Ну да, еще там подчистить подделываешь. некоторые моментики, да, всегда возвращаюсь, люблю. И все хорошо заживает, да, при этом всегда? Да, у меня, да. Ну, это отлично. Я работаю с не очень большим вылетом. Не знаю. Кстати, да. У меня он такой довольно-таки маленький. Да, вот так видно Тут, будет. ребят, ну, на мой взгляд, тут, наверное, сколько миллиметров, наверное? Миллиметров 2-2,5, не больше, 2, наверное, даже ближе. Ну да, Между 2 и 2,5. вот. Я работаю на таком небольшом вылете, и, в принципе, это позволяет мне возвращаться еще. Но при этом плотно все вкрашивает. Ну, как раз я вижу, ты вернулся к этому месту, Да, чуть-чуть. чтобы сделать уже там поаккуратнее, именно поверх, да? Именно серым, то есть не черным, а Да. серым. Прикольно. Да, вообще очень офигенно получилось.
А прямыми магнумами ты красишь или только кырили? Да, я крашу, но обычно это 11 магнум. Ну, то есть у меня стандартный набор иголок, это 11 РЛ, 3 РЛ и 11 магнум. Но вот на всякие большие такие моментики я беру 15, но 15 всегда беру закругленный. Как-то мне им поприятнее работать. А почему даже вот 11 используешь прямой? Удобно подлезать во все углы. То есть тут пятнашкой, например, удобно также подлезать в какие-нибудь такие моментики, типа стыки какие-то, ну вот как вот этот, допустим, вот. Типа пятнашкой еще удобно подлезать, а вот 11 уже неудобно. Она уже не такая равномерная. Слишком большой радиус кругления. То есть, Да. если 11 будет кырвить, то там уже фиг подлезет. Да, согласен. Да. Что обычно маленькие иголки почему-то скругляет даже иногда сильнее, чем надо на самом деле. Это все от производителя иголок тоже зависит. Ты жива там? Нет? Полужива? Ну, ты А если сейчас чё- почему ты делаешь не совсем прям черным? Тут же черный, черно-серый тоже, да? Да, немного черный и черный-серый. Это я, чтобы хотя бы небольшая разница по тонам была Ага. у задней стороны ноги и у этой. Круто. То есть сейчас особо не видно разницы, когда заживет, будет большая Да, разница. да. Я понимаю. Огонь. Некоторые как раз ребята отмечают, что вот этот пен по изменению звука немножко похож на индукцию. И там понимаешь, когда тоже кожа прокалывается, когда нет. Есть такое или это все это мифы? Ну, насчет звука вроде да. Вроде похоже. Но я, по крайней мере, по вибрации, которая здесь, ну, маленькая, я чувствую хотя бы соприкосновение с кожей, знаешь, вот такие вот моменты. Потому что, ну вот слушай, да, слышно, как у индукции она такая чуть-чуть проседает. Да, мы так вот и заморачивались на эту тему, потому что я больше всего люблю обратную связь. Скажи, пожалуйста, ты чешешь иглы? Об дно? Нет. Ну, короче, имеется в виду, когда салфетками или кожей забивается, вычесываешь магнумы и лайнеры? Да. Но я их всегда тщательно стараюсь промывать. Особенно когда, ну, чаще всего, когда меняют цвет. То есть, когда там начинают другим цветом красить, я стараюсь, да, всегда салфеточкой протереть. Ну, то есть салфетки хватает, то есть нет такого, что другой иголкой надо прям вычесывать, да? Не, Ну, понимаешь, да, когда иногда в лайнер забивается и прям начинает Да. не прокалывать, а кожу драть просто. Да, нет, такого у меня нет. У меня есть такая беда, то что я иногда об дно бьюсь, и из-за этого меняю, типа, иголки. Но ты прям меняешь, потому что типа так принято, или ты прям чувствуешь после этого? Не, я, что конечно, хуже стало? чувствую. Ты чё, это очень сильно влияет на время работы и на качество. Слушай, то ли кэпсы стали делать из другого материала, то ли материал уже говно какое-то. Потому что я раньше прям специально бил иголками так вот и проверял, смотрел их в лупу. Но как бы ничего не сбивалось. Но это было, когда я сам лично паял иголки из там английских игл, из американских. Эту часть ты, соответственно, как я понял, не будешь красить белым, да? Не буду, оставлю ее кожей, потому что она здесь довольно-таки контрастно смотрится. Я вообще белым не крашу, стараюсь большие промежутки не красить. Максимум белым делаю только всякие блики, ну и полосочки подвожу. Точечки, полосочки, вот это я делаю белым. А красить не крашу, потому что при заживлении она выглядит так себе. Оно не всегда равномерно, если ты закрашиваешь большую плоскость. Белый себя очень ведет капризно на коже. Становится неравномерным и таким кремовым, что ли. А кожа всегда побелее выглядит. Белый может пожелтеть немножко. Слушай, а как же тогда ты все-таки достигаешь того, что есть объем заполнения? Потому что как раз есть всякие гуры, которые топят за то, что все надо чертям заливать, и тогда типа будет объем. И это основное отличие, собственно говоря, от этих всех new стилей, да, там реализма, там new school от old school. У тебя все выглядит объемно, все равно, несмотря на то, что у тебя дофига белого. Я тоже смотрю, видел твои работы, естественно. Я в основном оставляю кожу. Я, наверное, приверженец олдскула, потому что всю жизнь водился с такими, с татуировщиками старой школы. Экономными парнями, да? Да, экономными парнями. И я
у меня была одно время задача делать татуировку максимально контрастной кожи. Ну, то есть не фонам вот этим, которые все лепят, а именно коже. И я старался делать только так. И вот именно тогда я выработал вот это вот. И просто белый так не круто. используют. Самые крутые чуваки, на мой взгляд, они всегда используют кожу, потому что, ну, тупо все залить цветом, это как раз много ума не надо. А вот так, чтобы еще и кожа была, и чтобы все это было офигенно, это как раз более сложно, чем Ну, это всё заливать. можешь заснять, сейчас буду мешать эти цвета авокадо. Вот, Дёте авокадо буду делать. Гуру-мешатель. Да, дёте авокадо. Запомнили, ребята, сколько наносекунд какой колпачок? Получается, у тебя рефлекс, он теплый, сама лапа нейтральная по цвету. И, ну, то есть не очень сильный, скажем так, этот цветовой контраст, да, в плане от теплоты, холодноты. Да, то есть да. Прям сильного такого нету, да? Да, здесь да. Но он, тем не менее, все равно, это дёте авокадо, так называемый, заживает довольно-таки таким холодненьким. Ну вот реально непонятно, холодный, теплый такой. Но у тебя еще сам твой стиль, он не агрессивный, потому что когда совсем прям предположенные цвета используешь, да, то New School выглядит достаточно таким прям резким очень, агрессивным. Он у тебя такой больше, ну, твой стайлак, то есть он, наверное, и не будет даже в агрессивном смотреться. Ну да, у меня все пуськи. Маленькие пуськи мои. Счастливые. Так, чуть-чуть черненького, наверное. С заботой о клиенте. Я показал бы сейчас лицо клиента, но не буду. Место такое интересное все-таки. Что потом с когтями делать будешь? Или сейчас тупо закрасил, да? Я думаю, беленьким их сделаю. Прям поверх, да? Да, точечкой. Такие точечки наставить. Прикольно. То есть ты их не стал там обходить, заморачиваться, просто потом, да, там лайнерной иголкой. Да, он все равно станет светлее, чем серый. Ты уже туда потом вернешься? Да, белый я делаю всегда в конце. Всегда, на всякий случай, чтобы не испачкать. Вставляешь пикантность, вишенку такую клиенту на Да, тортике. да, чтобы не испачкать, хоть и довольно-таки чисто работаю, и не пачкаю работаю. Ну, то есть я могу типа покрасить светлым, а рядом черный начать. И у меня не пачкается. Но я все равно не рискую на такие прям на акценты, акценты. Я всегда в самом конце, чтобы подчеркнуть эти Но места. все равно ведь тут как пачкается-то, то есть просто сфотографировать не получится. После Да, заживления-то я ни разу не видел такого, что прям черное Не, после поверх заживления белого всё там отлично, что-то да. въелось куда-то. Да, а именно, ну, как ни крути, мы все равно продаем наши фотографии. Однозначно. И это, считай, наше лицо. Поэтому я стараюсь, чтобы все равно в конечном итоге после сеанса она выглядела хорошо, а потом еще и после заживления.